Иса ходил по городам и учил о Царстве Всевышнем. Религиозные ученые были этим недовольны, так как многие люди уверовали в Ису. Люди восхищались, слушая его, потому что чувствовали силу в его учении. Он говорил: «Учение мое не от меня, но от того, кто послал меня». Однажды Иса учил в храме. Учителя Таурата и блюстители закона привели с собой женщину. Они сказали Исе: «Мы застали эту женщину, когда она изменяла мужу. Муса повелел в Таурате закидывать таких камнями. А ты что скажешь?» Они спросили это, чтобы найти повод поймать Ису на слове и обвинить его. Иса склонился и начал писать пальцем на земле. Они упрямо продолжали его спрашивать. Тогда Иса выпрямился и сказал: «Кто из вас без греха? Пусть первым бросит в нее камень». И опять, склонившись, продолжал писать на земле. Тогда, начиная с учителей Таурата, они начали по одному уходить. В конце концов остались только Иса и женщина. Иса выпрямился и сказал: «Женщина, где твои обвинители? Разве никто не осудил тебя?» «Никто, господин», — ответила она. «И я тебя не осуждаю», — сказал Иса. «Иди и больше не греши». У религиозных лидеров по закону было право забить блудницу камнями. Почему же они ушли? Учителя Таурата не привели с собой мужчину, участвующего в блуде. Как этот факт показывает, что они руководствовались своими ожесточенными сердцами, а не желанием следовать закону. По вашему мнению, не слишком ли легко Иса отнесся к греху женщины? Почему вы так думаете? Иса не отрицал законов Таурата. Тогда что он хотел показать, не осудив блудницу, а дав ей второй шанс?